в этом мире. У вас ничего нет, и вы ходите из гипноза. И вам рабовладельцы внушили, обманули, сказали, что эта земля ваша. Куда бежим? Надо учиться. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто». И мы сегодня поговорим на тему канала любви, осознанности и принятия мира. Прежде всего, ни споров, ни раздоров. Но сегодня я хотел поговорить с вами на тему «Моя земля». Можете ли вы купить или взять землю бесплатно у вас на улице? Является ли она ваша или нет? Или это называется территория, на которой я родился? Это разные вещи. Моя земля – это та земля, если по юридическим данным, на которой у меня есть бумажечка. Без бумажечки я какашечка. Понимаете? Это многим людям, которые кричат «Моя земля». У вас, если нет бумажки с подписью и уплаченными вами миллионом, тысячью или десятками миллиардами, эта земля не является вашей. Она только ваша у вас в голове. И не больше, и не меньше. Это так коснулся материалистического мира. Удивительно, что люди этого не понимают. Они кричат постоянно «Моя земля, моя земля». Нет, это территория, на которой ты родился, она не твоя. Вы улавливаете, где самообман? А кто вам навязывает, что это ваша земля? Да. Вам навязывает тот, кто этой землей владеет. Чьи поля, чьи луга, чьи виллы. На кого вы работаете? Вот кто доказывает вам. Это ваша земля, ее надо любить, уважать. Любить землю надо, потому что действительно, если на глубоком понимании, она наша. Но я взял физический мир. Если земля ваша, та или иная, почему вы не можете пойти себе взять кусок? Вам надо работать. Оказывается, она не ваша. Честно, посмотрите. Оказывается, она не ваша. А что ж такое? Вот на многих демонстрациях, восстаниях, революциях люди кричат «Наша земля». Нет, она не ваша. Вы работаете ней. И вам рабовладельцы внушили, обманули. Сказали, что эта земля ваша. Но работаете вы на них, на этой земле. По бумажкам. Она не ваша. И деньги получаете не вы с нее. Каждый из нас должен работать. Так как я не рабовладелец, и им не являюсь. Ни рабом, ни рабовладельцем. Я человек искусства. Я развлекаю и рабов, и рабовладельцев. У меня нейтральная. Моя задача дарить радость. Радость на сцене. Изначальная. Сейчас задачи меняются по жизни. Все меняется, жизнь меняется. Мы изменяемся каждую секунду. И задача у каждого изменяется. И это нормально. До последних дней моей жизни так будет. Как это не меняться? Ты можешь не меняться, если ты сюда пришел уже совершенный, с полным пакетом знаний. Как купил iPhone 12
Все, там все есть. Но вы сюда приходите все без знаний. Поймите, мы сюда и приходим, чтобы научиться жить. А это учиться надо постоянно. Анализировать надо все постоянно. Вы не пришли сюда с полным пакетом. Никто говорит, такой, какой я есть, какой ты есть. Ты сейчас прочитаешь другую книгу, ты умнее станешь. И тот, что был вчера, уже таким не будет. Принимай меня такой, какой я есть, или такой, какой я есть, как говорят мужчины и женщины. Что это значит? Это значит то, что человек остановился. Как можно принимать? Мы учимся каждую секунду. Мы меняемся каждую секунду. Это естественно. Как меняется лето, осень, зима, весна. Это естественно для нас. Мы люди. Деревья меняются, все растет. Микробы, бактерии, все меняется. А как может остаться тот человек, который произносит эти слова? Я сейчас произнес, я уже изменился. Понимаете, все меняется. Так и знания, которые я говорю вам, мои личные знания, мои наблюдения. Когда люди утверждают, что это их земля, они находятся под гипнозом. Поймите, вы можете сказать «мои знания», но не «моя земля». Знания, за которые вам будет платить тот или иной человек деньги, за которые вы только сможете купить землю, но если у вас нет наследства, богатого папочки. Я говорю за обычных людей, за смертных. Понимаете? Знания только могут быть вашими. А земля – это не ваша. Это место, где вы родились, по которому вы ходите. Но оно не является вашим. Ваши могут быть только знания, за которые вы сможете получать деньги и покупать себе землю. Покупать. И я подчеркиваю, в любой стране мира. Если у вас есть знания, вы нужны в любой части планеты. Знания, но не слова. Если вы специалист в своей работе, в своей профессии, вы нужны в любой части планеты. И куда вы приедете, вы там купите себе дом, виллу, гараж, все что угодно, могилу. Это тогда только будет ваше. Когда вы это купите. И условия на планете Земле надо заработать и купить. Моя земля, наша земля. Покажи документы. Документы покажи. Какая твоя земля? Ты что, бредишь? Люди под гипнозом. И я это не шучу. Я на полном серьезе говорю, что люди под гипнозом. Люди спят. Они даже этого самого простого многие не понимают. Я сейчас начал говорить за физический мир. От духовного чуть отошел, потому что оно все взаимосвязано. Люди не могут понять, что надо получать знания, а не кричать «моя земля». У кого есть знания, тот уже не кричит «моя земля». У него бумажечка лежит, что это его земля. А тот, кто кричит «моя земля», он завтра пойдет на этого человека работать, у кого бумажечка лежит. А у него есть знания. Вот знания могут быть ваши. Потому что вы их должны заработать, вы должны научиться в течение жизни тому или иному предмету. Вышивать, вязать, петь, танцевать, банкир, финансы, управление, ученый, математик, физик – это большая работа, чтобы стать профессионалом своего дела. Это не просто слова, это работа, труд, за который, такие правила у нас на планете Земля, вам платят деньги в той или иной стране. И вы можете жить в любой стране мира, в современном, в любой.
И где вы купите земля, там и будет ваша земля. Когда люди кричат на митингах каких-нибудь «Моя земля», в этой стране, в другой, по всему миру, это касается всех людей на планете Земля, без исключений. Это зомби. Они кричат. А ты каждому подойди, скажи, где у тебя земля твоя, покажи мне кусочек. А у них нету ее. Знаете, когда с транса выводишь человек, говорит, все, ты вышел. Я тебя освобождаю от гипноза. Теперь ты будешь трезвый. Покажи свою землю. А он прыгает. А за что ты прыгаешь? Говорят, моя земля. Выходи из гипноза. Знаете, как гипнотизер уводит? Я был много раз на сеансах. Доводилась мне такая честь. Я видел, как людей гипнотизируют. И он выполняет, что ему скажет гипнотизер. Все выполняют, но некоторые не поддаются гипнозу. Но если он на это дает согласие, он поддает гипнозу. И он выполняет все, что ему говорит гипнотизер. Но многие скачут за деньги. Но они понимают, что он еще станет беднее. Он продается за копейки. Поймите, земля вся принадлежит человеку. Почему? Потому что он по ней ходит. Земля, которая принадлежит лично вам, вы ее должны купить. Для этого вам нужны знания той или иной области. Для этого надо учиться всю жизнь. Нету учебы, нету образования, вы тогда будете идеальными рабами, у которых не будет знания и понимания мира. И если будет гроза, вы будете кричать, что это Бог гневается. Вы не будете понимать, что это накопление энергии. И если дождь, то кто-то плачет наверху. Вы не будете понимать, что это атмосферное давление. Понимаете? Это есть образование. Ваше может быть только образование, благодаря чему вы сможете купить себе свою землю. А также ту землю, в которой мы будем все похоронены. Мы ее тоже покупаем. Как это? Моя земля, я ее покупаю. Что-то тут не сходится. Или в голове у людей не сходится. Как это? Покупаешь саму себя, что ли? Значит, она не твоя. Если ты ее или вы, все мы покупаем, она не является нашей. Она только наша, когда мы ее купили. Соответственно, ваши могут быть только знания в той или иной области. Чему вам надо будет учиться. И это надо объяснять детям, чтобы они смогли купить свою землю. Без денег в этом мире у вас ничего нету. И вы ходите из гипноза. В кармане ни шиша, учиться не хочу. Будешь рабом до конца жизни. Никто ни в какой стране бесплатно ничего не раздает. Поймите, везде надо работать. Я лично был в большем количестве стран мира. Нигде ничего никому не работает. Все работают. В Америке, в Англии, в Лондоне. Ну, везде все работают. И я с ними работал. Куда бежим? Надо учиться. Учиться тем или иным профессиям. Надо быть специалисту, лучшему в своем деле. Тогда будет ваша земля везде, где вы захочете. А если человек будет кричать только в голове, оно в голове так и останется только. И умирать он с этими словами будет, но при этом не имея ничего. И если землю ему не купят, его кинут на самой окраине.
как ненужный материал. Надо становиться нужным материалом. Покупайте себе земли, становитесь богаче, учитесь, наслаждайтесь жизнью. Понимайте, что бесплатно никто никому ничего не дает на планете Земля, в этом мире, на этой планете Земля. Учитесь, не ленитесь, будьте специалистами в своем деле. Я вас верю. Мы вместе всего достигнем. Всем хорошего настроения. Мужикам, девушкам, бабушек и дедушек обнял. Всем привет. Подписываемся на канал. Спасибо за комментарии. Комментируем, не забываем. Мне это очень помогает. Дорогие мои, комментируем, не забываем. Ту землю, в которой мы будем все похоронены. Мы ее тоже покупаем. Как это? Моя земля, я ее покупаю. Соответственно, ваши могут быть только знания в той или иной области.